Всем салют, вы на канале Где Маклюшка Чувак, и сегодня у нас видео, посвященное одному из самых великих тренеров последних сезонов КХЛ, Андрею Разине. Как от одиозной личности Андрей Владимирович пришел к кумиру молодежи, какой путь он проделал и какие у него перспективы, сможет ли он наконец поднять кубок Гагарина над головой. Об этом не только в сегодняшнем видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, а мы начинаем. Андрей Владимирович Разин родился 23 октября 1973 года в Тольятти. Начал заниматься хоккеем он там же в возрасте 5 лет. Он стал частью команды ЦСКА ВВС «Маяк» из Самары. В 1992 году он перешел в основной состав Тольяттинской «Лады», где помог ей выиграть чемпионат и кубок МХЛ, после чего с чистой совестью перешел в Магнитогорский «Металлург». Хоть и поначалу Андрей не попадал в основной состав «Магнитки», он вскоре вернулся в команду, став ключевым игроком и выиграв с ней множество титулов. В 2000 году он дебютировал в сборной России на Кубке Карьяла. В 2001 он принял участие в чемпионате мира, где сыграл в одной линии с партнерами по «Металлургу» Равилем Гузмановым и Александром Гольцем, набрав 7 очков в 7 матчах. В 2001 году он перешел в московское «Динамо», в 2002 во время подготовки к чемпионату мира он получил травму, но тем не менее был включен в состав сборной, став серебряным призером чемпионата мира, не сыграв ни одного матча на этом турнире. Дальше сезон в ЦСКА, возвращение в «Металлург», и в итоге в возрасте 33 лет, играя за «Химик», Андрей Разин завершил карьеру игрока. Всего в СНГ, МХЛ и Суперлиге будущая звезда тренерского цеха провел 600 матчей, включая плей-офф. Забросил он 127 шайб и отдал 281 голевую передачу. Штрафов у Андрея Владимировича тоже накопилось немало, как вы могли догадаться. 521 минута. Разин – один из немногих тренеров КХЛ, чей путь начался с работы с детьми. Завершив игровую карьеру в 33 года, он перешел к работе с молодежными командами. Некоторое время он тренировал команду Ю-15, провел 2 года в школе ЦСКА, где работал с детьми еще младшего возраста. Только через 5 лет в тренерской сфере он стал главным тренером взрослой команды «Кристалл» из ВХЛ. Когда ему в Саратове предоставили даже не возможность, а малейший шанс, Андрей Владимирович сразу пошел на небольшой такой конфликт и с игроками, и с руководством, такой уж у него характер. Его откровение о том, что в составе есть игроки, которые даже не заслуживают попадания на лед, вызвали недоумение и сомнения. Может, новый главный тренер восходящая звезда мирового хоккея, или он олимпийский чемпион? Да нет же, это тренер, показавший свой потенциал на детских и юношеских уровнях. Естественно, он вызывал смешанные чувства. Его гордыня и уверенность в себе, а именно так считал руководство саратовской команды, оказались неподъемными. Поэтому сотрудничество прекратилось. Несмотря на неудачный дебют, Разин не утратил решимости, он был не готов стать ассистентом или вовсе вернуться к тренировке детей. После провального сезона в Саратове ему было предложено возглавить команду в Ижевске. Здесь и далее он действовал как пожарный, принимая команды в непростые моменты. Часто в ноябре и декабре с Ижсталью он достиг успеха, превратив команду из аутсайдера ВХЛ в серебряных призеров второго сезона и был признан лучшим тренером года. Все мы помним его выходку, где он с голым торсом вышел на лед, завязалась драка, но даже дисквалификация за эту самую драку в полуфинальной серии не смогла поставить крест на его карьере. Разин стал фигурой, обсуждаемой в прессе, но это тоже никак не помешало ему продолжать развиваться и достигать успеха. Его нестандартный подход, собственное видение игры и методы тренировок заставили заметить его в мире хоккея. Он не подстраивался под стандарты, говорил то, что думал, и не боялся быть непонятым. После 3 сезонов в высшей лиге он перешел в КХЛ и принял тренировать «Автомобилист». В это время команда из Екатеринбурга страдала от ограниченного бюджета и экономила на всем, на чем только было вообще возможно. Разин все так же привлекал внимание прессы не только своими тренировками, но и нестандартным поведением. Например, он настаивал на том, чтобы хоккеисты его команды, сыгравшие плохо, надевали розовые майки. Однако уже тогда было видно, что команда Разина предпочитала креативный хоккей. И это сразу, как я уже сказал, бросалось в глаза. После этого Разин почти 2 года просидел без тренерской практики, когда не мог найти подходящего места, но и это его никак вообще не сломило. Были небольшие отрезки в Югре и Адмирале, но ключевую роль
В карьере Андрея Владимировича на 100% сыграла Северсталь. Разин стал главным тренером Северстали, где проработал 5 лет. Под его руководством Северсталь, которую считали кандидатом на вылет из лиги, стал одним из ведущих клубов чемпионата, за которые многие, правда, следили и болели. Он продемонстрировал, что даже команда с ограниченным бюджетом способна бросать вызов богатым клубам. 5 сезонов Череповцы были насыщенными, были и скандалы, и битвы с агентами, но также и победы над громкими фаворитами. Наверное, многие запомнили напряженные серии и с ЦСКА, и с Динамо, где Северсталь показала, что они как минимум не слабее записных фаворитов. Особенно успешными получились 3 последних сезона в Северстале из так называемой пятилетки Разина. Но вот вечно чего-то не хватало команде из Череповца, чтобы прийти хотя бы во второй раунд. Разин почувствовал, что достиг потолка, ощущал, что его развитие застыло. И уже многим было ясно, что местных возможностей в Череповце недостаточно, чтобы дальше как-то двигать команду. Многие ждали, кто же решится сделать предложение Андрею, и в Магнитогорске наконец пришли к этому. В Магнитке стоять на месте невозможно. Разину дали 2 года для победы в Кубке Гагарина с наиболее скромным составом за последние 25 лет. Это не унижение для игроков, это просто констатация факта. Нынешний состав Металлурга потенциально не является чемпионским, но он демонстрирует свои возможности на максимуме. Разин умело использует сильные стороны игроков, это не вызывает сомнений. Он также умеет и любит развивать молодежь, чего не хватало Металлургу в последние годы. Силантьев, Гребенкин, Набоков, Юров и еще много ребят, это заслуживает просто безграничного уважения. Андрей Владимирович подхватил совсем неокрепший состав Металлурга и, забрав с собой авоську игроков из Северстали, в первом же сезоне вывел Металлург в финал Кубка Гагарина. И как бы ни закончилась эта серия, это событие лично для меня, да я думаю для многих, просто эпохальное. Вот таким получился этот видеоролик, будем с интересом продолжать следить за финалом Кубка Гагарина. Всем спасибо за просмотр, обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайк, это невероятно важно для того, чтобы я продолжал снимать контент дальше. И всем больше хоккея. Но это их выбор, и я не могу на них их осуждать. Ну хотя осуждаю.